Мишкина каша. Николай Носов. Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. Я так обрадовался, что и сказать нельзя. Я очень по Мишке соскучился. Мама тоже была рада его приезду. «Это очень хорошо, что ты приехал», — сказала она. «Вам вдвоем здесь весело будет. Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, задержусь. Проживете тут без меня 2 дня?» «Конечно, проживем», — говорю я. «Мы не маленькие. Только вам тут придется самим обед готовить. Сумеете?» «Сумеем», — говорит Мишка. «Чего там не суметь? Ну, сварите суп и кашу. Кашу ведь просто варить». «Сварим и кашу, чего там ее варить?» — говорит Мишка. Я говорю: «Ты смотри, Мишка, а вдруг не сумеем? Ты ведь не варила раньше». «Не беспокойся. Я видел, как мама варит. Сыт будешь, не помрешь с голоду. Я такую кашу сварю, что пальцы оближешь». Наутро мама оставила нам хлеба на 2 дня, варенье, чтобы мы чай пили. Показала, где какие продукты лежат, объяснила, как варить суп и кашу, сколько крупы положить, сколько чего. Мы все слушали, только я ничего не запомнил. Зачем, думаю, раз Мишка знает. Потом мама уехала, а мы с Мишкой решили пойти на реку, рыбу ловить. Наладили удочки, накопали червей. «Постой!» — говорю я. «А обед кто будет варить, если мы на реку идем?» «Чего там варить?» — говорит Мишка. «Одна возня. Съедим весь хлеб, а на ужин сварим кашу. Кашу можно без хлеба есть». Нарезали мы хлеба, намазали его вареньем и пошли на реку. Сначала выкупались, потом разлеглись на песке. Греемся. На солнышке и хлеб жуем. Потом стали рыбу ловить. Только рыба плохо клевала. Поймали всего 10 пескариков. Целый день на реке проболтались. К вечеру вернулись домой. Голодные. «Ну, Мишка, — говорю, — ты специалист. Что варить будем?» «Только такое, чтобы побыстрее. Есть очень хочется». «Давай кашу, — говорит Мишка. — Кашу проще всего». Ну что ж, каша так каша. Растопили плиту. Мишка насыпал в кастрюлю крупы. Я говорю: «Сыпь побольше, есть очень хочется». Он насыпал полную кастрюлю и воды налил доверху. «Немного ли воды?» — спрашиваю. «Размазня получится». «Ничего, мама всегда так делает. Тут только за печкой смотри, а я уж сварю, будь спокоен». Ну и за печкой смотрю, дрова подкладываю, а Мишка кашу варит. То есть не варит, а сидит да на кастрюлю смотрит. Она сама варится. Скоро стемнело. Мы зажгли лампу, сидим и ждем, когда ж каша сварится. Вдруг смотрю, крышка на кастрюле приподнялась, и из-под нее каша лезет. «Мишка, — говорю, — что это? Почему каша лезет? Куда? Чтоб ее знает куда, из кастрюли лезет». Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мял ее, мял, а она будто пухнет в кастрюле, так и вываливается наружу. «Не знаю, — говорит Мишка, — с чего это она вылезать вздумала. Может быть, готова уже?» Я взял ложку, попробовал. Крупа совсем твердая. «Мишка, — говорю, — куда же вода все подевалась? Совсем сухая крупа». «Не знаю, — говорит, — я много воды налил».
Может быть, дырка в кастрюле? Стали мы кастрюлю осматривать. Никакой дырки нет. Наверное, испарилась, говорит Мишка. Надо еще подлить. Он переложил лишнюю крупу из кастрюли в тарелку и подлил в кастрюлю воды. Стали варить дальше. Варим. Смотрим. Опять каша наружу лезет. Ах, чтоб тебя, говорит Мишка, куда же ты лезешь? Схватил ложку, опять стал лишнюю крупу откладывать. Отложил и снова бух, туда кружку воды. Вот видишь, говорит, ты думал, что воды много, а ее еще подливать приходится. Варим дальше. Что за комедия? Опять вываливается каша. Я говорю, ты, наверное, много крупы положил. Она разбухает. И ей тесно в кастрюле становится. Да, говорит Мишка. Кажется, я немного крупы переложил. Это все ты виноват. Клади, говорит, побольше, есть хочется. А откуда я знал, сколько надо класть? Ты ведь говорил, что умеешь варить. Ну и сварю. Не мешай только. Пожалуйста, не буду тебе мешать. Отошел я в сторонку, а Мишка варит. То есть не варит, а только и делает, что лишнюю крупу в тарелку перекладывает. Весь стол ставил тарелками, как в ресторане, и все время воды подливает. Я не вытерпел и говорю, ты что-то не так делаешь. Так ведь до утра можно варить. А что ты думаешь, в хорошем ресторане всегда обед с вечера варят, чтоб на утро поспел? Так-то в ресторане им спешить некуда. У них еды много всякой. А нам да куда спешить? Нам надо поесть да спать ложиться. Смотри, скоро 12 часов. Успеешь, говорит, выспаться. И снова бух в кастрюлю кружку воды. Тут я понял, в чем дело. Ты, говорю, всегда все время холодную воду льешь. Как же она может свариться? А как, по-твоему, без воды, что ли, варить? Выложи, говорю, половину крупы и налить воды сразу побольше. И пусть себе варится. Взял я у него кастрюлю, вытряхнул из нее половину крупы. Наливай, говорю, теперь воды доверху. Мишка взял кружку, полез в ведро. Нету, говорит, воды. Вся вышла. Что же мы делать будем? Как за водой идти? Темнота какая, говорю. И колодца не увидишь. Чепуха! Сейчас принесу. Он взял спички, привязал к ведру веревку и пошел к колодцу. Через минуту возвращается обратно. А вода где? Спрашиваю. Вода там, в колодце. Сам знаю, что в колодце. Где ведро с водой? И ведро, говорит, в колодце. Как в колодце? Так, в колодце. Упустил? Упустил. Ах ты, говорю, размазня, ты что ж нас уморить голодом хочешь? Чем теперь воду доставать? Чайником можно. Я взял чайник и говорю, давай веревку. А ее нет веревки. Где же она? Там. Где там? Ну, в колодце. Так ты, значит, веревкой ведро упустил? Ну да. Стали мы другую веревку искать. Нет нигде. Ничего, говорит Мишка. Сейчас попрошу у соседей. С ума, говорю, сошел. Ты посмотри на часы. Соседи спят давно. Тут нам, как нарочно, обеим нам пить захотелось. Кажется, 100 рублей за кружку воды отдал бы. Мишка говорит.
Это всегда так бывает. Когда нет воды, так еще больше пить хочется. Поэтому в пустыне всегда пить хочется, потому что там нет воды. Я говорю, ты не рассуждай, а ищи веревку. Где же ее искать? Я везде смотрел. Давай леску от удочки привяжем к чайнику. А леска выдержит? Может быть, выдержит. А если не выдержит, говорю. Если не выдержит, то упадет. Это и без тебя известно. Размотали мы удочку, привязали к чайнику леску и пошли к колодцу. Я опустил чайник в колодец и набрал воды. Леска натянулась, как струна. Вот-вот лопнет. Не выдержит, говорю. Я чувствую. Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит, говорит Мишка. Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой, плюх, и нет чайника. Не выдержала, спрашивает Мишка. Конечно, не выдержала. Чем теперь воду доставать? Самоваром, говорит Мишка. Нет, уж лучше самовар просто бросить в колодец. По крайней мере, возиться не надо. Веревки-то нет. Кастрюлей. Что у нас, говорю, по-твоему, кастрюльный магазин? Тогда стаканом. Это сколько придется возиться, пока стаканом воды наносишь? Что же делать? Надо ведь кашу доваривать, и пить до зарезу хочется. Давай, говорю, кружкой. Кружка ведь все-таки больше стакана. Пришли домой, привязали леску к кружке так, чтобы она не переворачивалась. Вернулись к колодцу, вытащили по кружке воды, напились. Мишка говорит, это всегда так бывает. Когда пить хочется, так кажется, что целое море выпьешь. А когда станешь пить, так одну кружку воды выпьешь, и уже больше не хочется. Потому что люди от природы жадные. Я говорю, нечего тут на людей наговаривать. Тащи лучше кастрюлю с кашей сюда, мы прямо в нее воды натаскаем, чтоб не бегать 20 раз с кружкой. Мишка принес кастрюлю и поставил на край колодца. Я ее не заметил, зацепил локтем и чуть не столкнул в колодец. Ах ты, растяпа, говорю, зачем мне кастрюлю под локоть суешь? Возьми ее в руки и держи крепче. И отойди от колодца подальше, а то и каша полетит в колодец. Мишка взял кастрюлю и отошел от колодца. Я натаскал воды, пришли мы домой. Каша у нас остыла, печь погасла. Растопили мы снова печь и опять принялись кашу варить. Наконец она у нас закипела, делалась густая и стала пыхтеть. Пх, пх, пх. О, говорит Мишка, хорошая каша получилась, знатная. Я взял ложку, попробовал. Тьфу, что это за каша? Горькая, не соленая и воняет харью. Мишка тоже хотел попробовать, но тут же выплюнул. Нет, говорит, умирать буду, а такую кашу есть не стану. Такой каши наешься и умереть можно, говорю я. Что ж делать? Не знаю. Чудаки мы, говорит Мишка. У нас же пескари есть. Я говорю, некогда теперь уж
с пескарями возиться. Скоро светать начнет. Так мы их варить не будем, а сожарим. Это ведь быстро. Раз и готово. Ну, давай, говорю. А если будет как каша, то лучше не надо. В один момент, вот увидишь. Мишка почистил пескарей и положил на сковородку. Сковородка нагрелась, пескари прилипли к ней. Мишка стал отдирать пескарей от сковородки ножом. Все бока отодрал. Умник, говорю, кто же рыбу без масла жарит? Мишка взял бутылку из подсолнечного масла, налил масло на сковородку и сунул в печь прямо на горячие угли, чтоб поскорее зажарилось. Масло зашипело, затрещало и вдруг вспыхнуло на сковородке пламенем. Мишка вытащил сковородку из печки. Масло на ней пылает. Я хотел водой залить, а воды у нас во всем доме ни капли нет. А так оно и горело, пока все не выгорело. В комнате дым и смрад, а от пескарей одни угли остались. Ну, говорит Мишка, что теперь жарить будем? Нет, говорю я, больше я тебе ничего жарить не дам. Мало ли того, что ты продукты испортишь, так ты еще пожар устроишь. Из-за тебя весь дом сгорит. Довольно. Что же делать? Есть-то ведь хочется. Попробовали мы сырую крупу жевать. Противно. Попробовали сырой лук. Горько. Масло попробовали без хлеба есть. Тошно. Нашли банку из-под варенья. Мы ее вылизали и легли спать. Уже совсем поздно было. На утро проснулись, голодные. Мишка сразу полез за крупой, чтобы варить кашу. Я как увидел, так меня даже в дрожь бросило. «Не смей!» Говорю, сейчас я к хозяйке тете Наташе пойду и попрошу, чтобы она нам кашу сварила. Мы пошли к тете Наташе, рассказали ей все. Обещали, что мы с Мишкой все сорняки у нее на огороде выполним. Только пусть она поможет нам кашу сварить. Тетя Наташа жалилась над нами. Напоила нас молоком, дала пирожков с капустой, а потом садила завтракать. Мы все ели и ели, так, чтоб тетя Наташин Вовка на нас удивлялся, какие мы голодные были. Наконец мы наелись, попросили у тети Наташи веревку и пошли доставать из колодца ведро и чайник. Много мы провозились. И если бы Мишка не придумал подкову к веревке привязать, так бы мы ничего и не достали. А подковой, как крючком, подцепили и ведро, и чайник. Ничего не пропало. Все вытащили. А потом мы с Мишкой и Вовкой сорняки на огороде пололи. Мишка говорит: сорняки – это чепуха. Совсем не трудное дело. Гораздо легче, чем кашу варить. Конец. Пока-пока.